Глава 6. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон. Точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило 2. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате, узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным плетяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. Огарок, светившийся на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго. Все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытии все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странное дело, все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь по пробуждении уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давным-давно выжил из всего этого. В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мною и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг, рядом со мной, я увидел 2 открытых глаза, любопытно и упорно меня рассматривающие. Взгляд был холодно-бесчувственный, угрюмый, точно совсем чужой. Тяжело от него стало. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти 2 глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжении 2 часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная как паук идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она пред моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало наконец от чего-то жутко. «Как тебя зовут?» — спросил я отрывисто, чтобы поскорее кончить. «Лизой», — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо, и отвела глаза. Я помолчал. «Сегодня погода, снег, гадко», — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руки за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. «Ты здешняя?» — спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. «Нет». «Откуда?» «Из Риги», — проговорила она нехотя. «Немка?» «Русская». «Давно здесь?» «Где?» «В доме». 2 недели. Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла. Я не мог уже различить ее лица. «Отец и мать есть?» «Да нет, есть». «Где они?» «Там, в Риге». «Кто они?» «Так». «Как так? Кто? Какого звания?» «Мещане». «Ты все с ними жила?» «Да». «Сколько тебе лет?» 20. «Зачем же ты от них ушла?» «Так». Это «так» означало «отвяжись, тошно». Мы замолчали. Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность.
Сегодня гроб выносили и чуть не уронили. Вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора. А так, почти нечаянно. Гроб? Да, на Сенной. Выносили из подвала. Из подвала? Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом. Скорлупа, ссор. Пахло, мерзко было. Молчание. Скверно сегодня хоронить. Начал я опять, чтобы только не молчать. Чем скверно? Снег, мокрить. Я зевнул. Все равно, вдруг сказала она после некоторого молчания. Нет, гадко. Я опять зевнул. Могильщики верно ругались от того, что снег мочил. А в могиле верно была вода. Отчего в могиле вода? Спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. Как же? Вода на дне, вершков на 6. Тут ни одной могилы. На Волковом сухой не выроешь. Отчего? Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам. Много раз. Ни одного разу я не видел, да и на Волковом никогда не был. А только слышал, как рассказывали. Неужели тебе все равно? Умирать-то? Да зачем я помру? Отвечала она, как бы защищаясь. Когда-нибудь да умрешь же. И так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была тоже девушка одна, в чехотке померла. Девка в больнице бы померла. Она уже об этом знает, подумал я, и сказала, девка, а не девушка. Она хозяйке должна была, возразил я, все более и более подзадориваясь спором. И до самого почти конца и служила, хоть и в чехотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие, смеялись, еще в кабаке ее помянуть собирались. Я и тут много приврал. Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась. А в больнице-то лучше, что ли, помирать? Не все ли одно? Да с чего мне помирать? Прибавила она раздраженно. Не теперь, так потом. Ну и потом. Как бы не так. Ты вот теперь молода, хороша, свежа. Тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь. Через год? Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, продолжал я злорадством. Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год в 3-й дом, все ниже и ниже. А лет через 7 и дойдешь до Сенной, до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда. Коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну там слабость груди, аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется так, пожалуй, и не отвяжется. А вот и помрешь. Ну и помру, ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. Да ведь жалко. Кого? Жизни жалко. Молчание. У тебя был жених, а? Вам на что? Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль. Кого? Тебя жаль. Нечего, шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась. Меня это тотчас же подозлило. Как? Я так была кротка с ней, а она... Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а? Ничего я не думаю. То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша. Могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть. Не все замужем-то счастливые, отрезала она прежней грубой скороговоркой. Не все, конечно. И все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше.
А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша. Хорошо жить на свете. Даже как бы не жить. А здесь что, кроме смрада? Фуй. Я повернулся с омерзением. Я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки, в углу выжатые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель явилась. Ты не смотри на меня, что я здесь. Я тебе не пример. Я, может быть, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел. Поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же мужчина женщине совсем не пример. Дело розное. Я хоть и гажу себя, и мараю, да зато ничей я не раб. Был, да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя, и опять не тот. А взять-то, что ты с первого начала раба. Да, раба. Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь. Да уж нет. Все крепче и крепче будет тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уже о другом я и не говорю. Ты не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйке должна? Ну вот, видишь, прибавил я, хоть она мне не ответила, а только молча всем существом своим слушала. Вот тебе и цепь. Уж никогда не откупишься. Так сделают, все равно, что черту душу. И к тому же я, может быть, тоже такой же несчастный. Почем ты знаешь? И нарочно в грязь лезу. Тоже с тоски. Ведь пьют же с горя. Ну, а вот я здесь, с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего? Вот мы с тобой сошлись, давеча. И слова мы во все время друг с дружкой не молвили. И ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала. И я тебя так же. Разве этак любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что. Да, резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала. Значит, и она уже способна к некоторым мыслям. Черт возьми, это любопытно. Это сродни, думал я, чуть не потирая себе руки. Да и как с молодой такой душой не справиться? Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыхание. «Зачем ты сюда приехала?» — начал я уже с некоторой властью. «Так. А ведь как хорошо в отцовском-то доме жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А коль того хуже...» «В тон надо попасть», — мелькнуло во мне. «Сентиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь». Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством. «Кто говорит?» — поспешил я ответить. «Все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел. И скорее перед тобой виноваты, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю. Но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадает». «Какая такая я девушка?» — прошептала она едва слышно. Но я расслышал. «Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может и хорошо». Она молчала. «Видишь, Лиза, я про себя скажу. Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы не было в семье худо. Все отец с матерью. Они враги, не чужие. Хоть и в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос. Оттого, верно, такой и вышел. Бесчувственный. Я выждал опять. Пожалуй, и не понимает, думал я. Да и смешно. Мораль. Если б я был отец, и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей любил.
Право. Начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел. «Это зачем?» — спросила она. Стало быть, слушает. «Так, не знаю, Лиза. Видишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал. Налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит 5 часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней, я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучушке за салином ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарит богатые. И уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной раз девушке дома жить. А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал. «Да как же?» — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись. «Ревновал бы, ей-богу. Но как это другого она станет целовать? Чужого больше отца любить. Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор. Конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил. Всех бы женихов перебраковал. Окончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семье худо бывает. Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать, — проговорила она вдруг. Вон оно что. Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает, — жаром подхватил я. А где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда. Да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видела добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Больше по бедности все это бывает. А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут. Да, может быть. Опять и то, Лиза, человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. А счел бы, как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну а что, коли в семье все удастся? Бог благословит. Муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя. Хорошо в той семье. Даже иной раз и с горем пополам хорошо. Да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато взять хоть в первое-то время замужем за тем, кого любишь. Счастье-то сколько иной раз придет, да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная, сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, дескать, очень, и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Все больше женщины. А сама про себя думает. Зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить. И в доме все на вас радуются. И хорошо, и весело, и мирно, и честно. Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда? Я знал одну. Не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть. Не там ли? Не в том ли доме? Не с той ли? Это уж худо. И сама знает, что худо. И сердце у ней замирает. И казнится. Да ведь любит. Все от любви. А как хорошо после ссоры помириться. Самой перед ним повиниться, али простить. И так хорошо обоим. Так хорошо вдруг станет. Точно вновь они встретились. Вновь повенчались. Вновь любовь у них началась. И никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную, и ту не должны себе в судьи звать, и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна Божия, и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло.
Святее от этого, лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить? Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся? Так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда. А там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся. Все дела свои сообща положат. Тайны друг от друга не будет. А дети пойдут. Так тут каждое, хоть и самое трудное время, счастьем покажется. Только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела. Тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей. И то весело. Ведь они же тебя будут за это потом любить. Себе же, значит, копишь. Дети растут. Чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка. Что и умрешь ты, они всю жизнь. Чувства и мысли твои будут носить на себе. Так как от себя получили. Твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись теснее отцу с матерью? Говорят вот, детей иметь тяжело. Кто это говорит? Это счастье небесное. Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет. Да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит? Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится. Ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно. Глазки, точно уж он все понимает. А сосет, грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется. Точно уж и Бог знает, как смешно. И опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее. Видишь, прикусил. Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить научиться, а потом уж других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебя надо, подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил. И вдруг покраснел. А ну, если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу? Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее. «Что это вы...» Начала она вдруг и остановилась. Но я уже все понял. В ее голосе уже что-то другое дрожало. Не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое. До того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало. Виновато стало. «Что?» — спросил я с нежным любопытством. «Да вы...» «Что?» «Что-то вы... точно по книге», — сказала она, и что-то, как будто насмешливое, вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно ущипнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная, последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу, и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, в своей насмешке, и, наконец, только решилась высказать, я бы даже должен был догадаться. Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня. «Постой же», — подумал я. Глава 7. Полно, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко в чуже. Да и не в чуже. У меня все это теперь в душе проснулось. Неужели тебе самой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка. Черт знает, что привычка может из человека сделать.
Да неужели же ты серьезно думаешь, что никогда не состаришься, вечно хороша будешь, и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость. А впрочем, я вот что тебе про это скажу. Про теперешнее это твое житье. Вот ты теперь хоть и молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством. Ну а знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой. Только в пьяном виде, ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут. Так я, может быть, не то что волочился б за тобой, а просто влюбился б в тебя. Рад бы взгляду был твоему. Не то что слову, у ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал, как на невесту б свою на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты хочешь не хочешь, иди за мной. И уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работники, все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только, что ты здесь отдаешь, что кабалишь? Душу, в которой ты не властна, кабалишь вместе с телом. Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь. Любовь! Да ведь это все! Да ведь это алмаз! Девичье сокровище! Любовь-то! Ведь чтоб заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком. И зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви все возможно? Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты? Вот слышал я, тешат вас, дур, позволяют вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут? Пакостник он после этого. Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой, да тебя же обкрадывает. Вот и вся его любовь. Хорошо еще, что не бьет. А может и бьет. Спроси-ка его, коли есть такое у тебя. Женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет или не прибьет. А ему самому, может, всей-то цены 2 сломанных гроша. И за что, подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят, да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой бы, честной, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна. Ну и все будешь должна, и до конца концов должна будешь. До тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет. Не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут. Попрекать начнут, ругать начнут. Как будто не ты ей здоровье свое отдала, молодость и душу даром для нее загубила, а как будто ты-то ее и разорила. По миру пустила, обокрала. И не жди поддержки. Другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве. Совесть и жалость давно потеряли, исподлились. И уж гаже, подлее, обиднее этих ругательств и на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь, все, без завета. И здоровье, и молодость, и красоту, и надежды. И в 22 года будешь смотреть, как 35-летняя. И хорошо еще, коль не больная. Моли Бога за это. Ведь ты теперь, небось, думаешь, что тебе и работы нет, гульба. Да тяжелее и каторжнее работы на свете нет и никогда не бывало. Одно сердце, кажется, все бы слезами изошло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда. Пойдешь как виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься, наконец, до Сенной. А там уже, походя, бить начнут. Это любезность тамошняя. Там гость и приласкать, не прибив, не умеет.
Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь. Может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку, свои же, поморозить маленько, за то, что уж очень ревела, а дверь за ней притворили. В 9-то часов утра она уже была совсем пьяная, растрепанная, полуногая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черниках. Из носа и из зубов кровь течет. Извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке. В руках у нее какая-то соленая рыба была. Она ревела, что-то причитала про свою участь. А рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики, да пьяные солдаты, и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? Я бы не хотел верить. А почему ты знаешь? Может быть, лет 10-8 назад это же самое, с соленой-то рыбой, приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая, зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние, чистые годы в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу ей свою положит. И когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие. Нет, Лиза, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале, как давешнее, в чехотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты? Хорошо, свезут. А если ты еще хозяйке нужна? Тут до последнего человек надеется и говорит, что здоров. Сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так. Душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит, и пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, потому что с тебя тогда взять? Еще тебя же попрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь, пить не допросишься, с ругательством подадут. Когда, дескать, ты, подлячка, и сдохнешь, спать мешаешь, стонешь, гости брезгают. Это верно. Я сам подслушал такие слова. Сунут тебя, издыхающую, в самый смрадный угол в подвале. Темень, сырость. Что ты, лежа-то одна, тогда передумаешь? Помрешь, соберут наскоро, чужой рукой, с ворчанием, с нетерпением. Никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе. Только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту бедную выносили. В кабак поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый. Не для тебя же церемониться. Спущай-ка ее, Ванюха. Ишь ведь, учась и тут вверх ногами пошла, таковская. Укроти веревки-то, пострел. Ладно и так. Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был, али нет? Ну да ладно, засыпай. И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак. Тут и конец твоей памяти на земле. К другим дети на могилу ходят, отцы, мужья. А у тебя ни слезы, ни вздоха, ни поминания. И никто-то никогда в целом мире не придет к тебе. Имя твое исчезнет с лица земли. Так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось. Грязь до болота, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают в гробовую крышку. Пустите, добрые люди, на свет пожить. Я жила, жизни не видела. Моя жизнь на обтирку пошла. Ее в кабаке на Сенной пропили. Пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить. Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась. И вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову с бьющимся сердцем,
Начал прислушиваться. Было от чего и смутиться. Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце. И чем больше я удовлетворялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра. Игра увлекала меня. Впрочем, не одна игра. Я знал, что говорю туго, выделено, даже книжно. Одним словом, я иначе и не умел. Как точно по книжке. Но это не смущало меня. Я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут, и что самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния. Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывала грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее, и вдруг воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнее приникла она к подушке. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа, узнала про ее терзания и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь. Я видел это потом. Или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но, почувствовав, что не смею, и вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно. Как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле нее и взял ее руки. Она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мною голову. «Лиза, друг мой, я напрасно. Ты прости меня». Начал было я, но она сжала в своих пальцах мои руки с такой силой, что я догадался, что не то говорю, и перестал. «Вот мой адрес, Лиза. Приходите ко мне». «Приду», — прошептала она решительно, все еще не поднимая своей головы. «А теперь я уйду. Прощай. До свидания». Я встал, встала и она, и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. Мне было больно. Я спешил уйти, стушеваться. «Подождите», — сказала она вдруг уже в сенях, у самых дверей, останавливая меня рукой за шинель. Поставила в попыхах свечу и убежала. Видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели. На губах показалась улыбка. Что бы такое? Я поневоле дождался. Она воротилась через минуту, со взглядом, как будто просившим прощения за что-то. Вообще, это уже было не то лицо, не тот взгляд, как давеча, угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят. Глаза у нее были светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть. Не объясняя мне ничего, как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений, она протянула мне бумажку. Все лицо ее так и просияло в это мгновение, самым наивным, почти детским торжеством. Я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента, или в этом роде. Очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство,
которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детски нетерпеливый взгляд ее на себя. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала, что я скажу. В нескольких словах, наскоро, но как-то радостно и как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере, в семейном доме, у одних очень-очень хороших людей, семейных людей, и где ничего еще не знают, совсем ничего. Потому что она и здесь-то еще только вновь, и только так, а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит. Ну и там был этот студент. Весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком. Вместе играли, только уж очень давно, и родители ее знают. Но что об этом он ничего не знает и не подозревает. И вот на другой день после танцев, 3 дня назад, он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо. И... ну вот и все. Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать. Бедненькая. Она хранила письмо этого студента как драгоценность. Избегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверное, этому письму так и суждено было пролежать в шкатулке без последствий. Но все равно, я уверен, что она всю жизнь его хранила бы, как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание. И вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтоб и я видел, чтоб и я похвалил. Я ничего не сказал. Пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти. Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина. Глава 8. Я, впрочем, не скоро согласился признать эту истину. Проснувшись наутро, после нескольких часов глубокого свинцового сна, и тотчас же сообразив весь вчерашний день, я даже изумился моей вчерашней сантиментальности с Лизой, всем этим вчерашним ужасом и жалостям. Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов. Тьфу, решил я. И на что это мой адрес сучил я ей? Что если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет. Ничего. Но очевидно, главное и самое важное дело теперь было не в этом. Надо было спешить и во что бы то ни стало скорее спасти свою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем и забыл в это утро, захлопотавшись. Прежде всего, надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство — занять целых 15 рублей у Антона Антоновича. Как нарочно, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал, по первой просьбе. Я так этому обрадовался, что, подписывая расписку с каким-то ухарским видом, небрежно сообщил ему, что вчера покутили с приятелями в отеле «Париж», провожали товарища, даже, можно сказать, друга детства. И знаете, кутила он большой, избалован. Ну, разумеется, хорошей фамилии, значительное состояние, блестящая карьера, остроумен, мил, интригует с этими дамами. Понимаете? Выпили лишних полдюжины и ведь ничего. Произносилось все это очень легко, развязно и самодовольно. Придя домой, я немедленно написал Симонову. До сих пор любуюсь,
вспоминая истинно джентльменский, добродушный, открытый тон моего письма. Ловко и благородно, а главное, совершенно без лишних слов, я обвинил себя во всем. Оправдывался я, если только позволено мне еще оправдываться, тем, что по совершенной непривычке к вину опьянел с первой рюмки, которую будто бы выпил еще до них, когда поджидал их в отеле «Париж» с 5 до 6 часов. Извинения просил я преимущественно у Симонова. Его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого, помнится мне, как сквозь сон, я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего совестно. Особенно доволен остался я этой некоторой легкостью, даже чуть не небрежностью, впрочем, совершенно приличную, которая вдруг отразилась в моем пере, и лучше всех возможных резонов сразу давала им понять, что я смотрю на всю эту вчерашнюю гадость довольно независимо. Совсем-таки, вовсе-таки не убит наповал, как вы, господа, вероятно, думаете, а напротив, смотрю так, как следует смотреть на это спокойно уважающему себя джентльмену. Быль, дескать, молодцу не укор. Даже ведь какая-то игривость маркизская, любовался я, перечитывая записку. А все от того, что развитой и образованный человек. Другие бы на моем месте не знали, как и выпутаться. А я вот вывернулся и кучу себе вновь. И все потому, что образованный и развитой человек нашего времени. Да и впрямь, пожалуй, это все от вина вчера произошло. Ну нет, не от вина. Водки-то я вовсе не пил от 5 до 6 часов, когда их поджидал. Солгал Симонову. Солгал бессовестно. Да и теперь несовестно. А впрочем, наплевать. Главное-то, что отделался. Я вложил в письмо 6 рублей, запечатал и упросил Аполлона снести к Симонову. Узнав, что в письме деньги, Аполлон стал почтительнее и согласился сходить. К вечеру я вышел пройтись. Голова у меня еще болела и кружилась со вчерашнего. Но чем более наступал вечер, и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли. Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести. Не хотела умирать и сказывалась жгучей тоской. Толкался я больше по самым людным, промышленным улицам, по Мещанским, по Садовой, у Юсупова сада. Особенно любил я всегда прохаживаться по этим улицам в сумерки. Именно когда там густеет толпа всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами, расходящиеся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта грошовая суетня, эта наглая прозаичность. А в этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти. Что-то подымалось в душе беспрерывно, с болью, и не хотело угомониться. Совсем расстроенный, я воротился домой. Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление. Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиза. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний, воспоминание о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть. Рукой махнул и все еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонову. Но тут я как-то уж не был доволен. Точно как будто я одной Лизой и мучился. Что, если она придет? Думал я беспрерывно. Ну что ж, ничего, пусть и придет. Скверно уж одно то, что она увидит, например, как я живу. Вчера я таким перед ней показался героем, а теперь... Это, впрочем, скверно, что я так опустился. Просто нищета в квартире. И я решился вчера ехать в таком платье обедать. А клеенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит. А халат-то мой, которым нельзя закрыться. Какие клочья!
И она это все увидит, и Аполлона увидит. Эта скотина, наверное, ее оскорбит. Он придерется к ней, чтоб мне сделать грубость. А я уж, разумеется, по обычаю струшу. Семенить перед ней начну, закрываться полами халата, улыбаться начну, лгать начну. Скверность! Да и не в этом главная эта скверность. Тут есть что-то главнее, гаже, подлее. Да, подлее. И опять надевать эту бесчестную лживую маску. Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул. Для чего бесчестную? Какую бесчестную? Я говорил вчера искренно. Я помню, во мне тоже было настоящее чувство. Я именно хотел вызвать в ней благородные чувства. Если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует. Но все-таки я никак не мог успокоиться. Весь этот вечер, уже когда я и домой воротился, уже после 9 часов, когда по расчету никак не могла прийти Лиза, мне все-таки она мерещилась. И главное, вспоминалось все в одном и том же положении. Именно один момент из всего вчерашнего мне особенно ярко представлялся. Это когда я осветил спичкой комнату и увидел ее бледное, искривленное лицо с мученическим взглядом. И какая жалкая, какая неестественная, какая искривленная улыбка у ней была в эту минуту. Но я еще не знал тогда, что и через 15 лет я все-таки буду представлять себе Лизу именно с этой жалкой, искривленной, ненужной улыбкой, которая у нее была в эту минуту. На другой день я уже опять готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное — преувеличением. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее. «Все-то я преувеличиваю, тем и хромаю», — повторял я себе ежечасно. Но, впрочем, все-таки Лиза, пожалуй, придет. Вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. «Придет, непременно придет», — восклицал я, бегая по комнате. «Не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет». И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец. О мерзость, о глупость, о ограниченность этих поганых сентиментальных душ. Ну как не понять? Как бы, кажется, не понять? Но тут я сам останавливался, и даже в большом смущении. И как мало, думал я мимоходом, нужно было слов. Как мало нужно было идиллии. Да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной, чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то, то-то свежесть-то почвы. Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, рассказать ей все и упросить не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту проклятую Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась. Оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы ее, ударил бы. Прошел, однако ж, день-другой, 3. Она не приходила, и я начинал успокаиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после 9 часов. Даже начинал иногда мечтать и довольно сладко. Я, например, спасаю Лизу. Именно тем, что она ко мне ходит. А я ей говорю. Я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь, что не понимаю. Не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь. Так, для красы, вероятно. Наконец она, вся смущенная, прекрасная, дрожа и рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель и что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но... «Лиза», — говорю я, — «неужели ж ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел все, я угадал, но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты из благодарности нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою. Сама насильно вызовешь себе чувство, которого, может быть, нет,
А я этого не хотел, потому что это деспотизм. Это неделикатно. Ну, одним словом, я тут зарапортовывался. В какой-нибудь такой европейской, Жорж-Зандовской, неизъяснимо благородной тонкости. Но теперь ты моя, ты мое создание, ты чиста, прекрасна, ты прекрасная жена моя. И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полною войди. Затем мы начинаем жить-поживать, едем за границу и так далее, и так далее. Одним словом, самому подло становилось. Я кончал тем, что дразнил себя языком. «Да и не пустят ее мерзавку», — думал я. «Их ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером». Мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером, именно в 7 часов. А впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась. На особых правах состоит. Значит, черт возьми, придет, непременно придет. Хорошо еще, что развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями. Из терпения последнего выводил. Это была язва моя, бич, посланный на меня провидением. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду. Я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжничеством. Но неизвестно почему он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей, и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневающееся в себе никогда. Это был педант высшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле, и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь непременно влюблен. Он тем смотрел. Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной. А если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете. И если держал меня при себе, то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалование. Он соглашался ничего не делать у меня за 7 рублей в месяц. Мне за него много проститься грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть ли не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует. Или что-то вроде этого. Оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал. И, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтения. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мертвому. Любопытно, что он тем и кончил. Он теперь нанимается читать псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его. Точно он был слит с существом моим химически. К тому же, он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в Шамбр-Гарни. Моя квартира была мой особняк.
моя скорлупа, мой футляр, в котором я прятался от всего человечества. А Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых 7 лет не мог согнать его. Примечание. Шамбр-Гарни. Меблированные комнаты. Задержать, например, его жалование хоть 2, хоть 3 дня было невозможно. Он бы такую завел историю, что я бы не знал, куда и деваться. Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился почему-то и для чего-то наказать Аполлона и не выдавать ему еще 2 недели жалования. Я давно уж, 2 года, собирался это сделать. Единственное, чтобы доказать ему, что он не смеет так уж важничать надо мной, и что если я захочу, то всегда могу не выдать ему жалование. Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтобы победить его гордость и заставить его самого, первого, заговорить о жаловании. Тогда я выну все 7 рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены. Но что я не хочу, просто не хочу выдавать ему жалование. Не хочу, потому что так хочу, потому что на это моя воля господская, потому что он непочтителен, потому что он грубиян. Но что, если он попросит почтительно, то я, пожалуй, смягчусь и дам. Не то еще 2 недели прождет, 3 прождет, целый месяц прождет. Но как я не был зол, а все-таки он победил. Я и 4 дней не выдержал. Он начал с того, с чего всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали. Пробовались. И замечу, я знал все это заранее. Я знал наизусть его подлую тактику. Именно, он начинал с того, что устремит, бывало, на меня чрезвычайно строгий взгляд. Не спускает его несколько минут сряду, особенно встречая меня или провожая из дому. Если, например, я выдерживал и делал вид, что не замечаю этих взглядов, он по-прежнему молча приступал к дальнейшим истязаниям. Вдруг, бывало ни с того ни с сего, войдет тихо и плавно в мою комнату, когда я хожу или читаю, остановится у дверей, заложит одну руку за спину, отставит ногу и устремит на меня свой взгляд. Уж не то что строгий, а совсем презрительный. Если я вдруг спрошу его, что ему надо, он не ответит ничего. Продолжает смотреть на меня в упор еще несколько секунд. Потом, как-то особенно сжав губы, с многозначительным видом, медленно повернется на месте и медленно уйдет в свою комнату. Часа через 2 вдруг опять выйдет и опять так же передо мной появится. Случалось, что я в бешенстве уж и не спрашивал его, чего ему надо, а просто сам резко и повелительно подымал голову и тоже начинал смотреть на него в упор. Так смотрим мы, бывало, друг на друга минуты 2. Наконец он повернется, медленно и важно, и уйдет опять на 2 часа. Если я и этим все еще не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то он вдруг начнет вздыхать, на меня глядя. Вздыхать долго, глубоко, точно измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения. И, разумеется, кончалось наконец тем, что он одолевал вполне. Я бесился, кричал, но то, об чем дело шло, все-таки принуждаем был исполнить. В этот же раз, едва только начались обыкновенные маневры строгих взглядов, как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был и без того раздражен. «Стой!» — закричал я в выступлении, когда он медленно и молча повертывался, с одной рукой за спиной, чтобы уйти в свою комнату. «Стой! Воротись! Воротись, говорю я тебе!» И, должно быть, я так неестественно рявкнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить ни слова. А это-то меня и бесило. «Как ты смеешь входить ко мне без спросу и так глядеть на меня? Отвечай!» Но, посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться. «Стой!» — заревел я, подбегая к нему. «Не с места!» «Так,
Отвечай теперь, чего ты входил смотреть? Если топереча вам есть что мне приказать, то мое дело исполнить, — отвечал он, опять-таки помолчав, тихо и размеренно сюсюкая, подняв брови и спокойно перегнув голову с одного плеча на другое. И все это с ужасающим спокойствием. «Не об этом, не об этом я тебя спрашиваю, палач!» — закричал я, трясясь от злобы. «Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты приходишь сюда? Ты видишь, что я не выдаю тебе жалования. Сам не хочешь по гордости поклониться, попросить. И для того приходишь своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить. И не подозреваешь ты, палач, как это глупо, 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 глупо!» Он было молча опять стал повертываться, но я ухватил его. «Слушай!» — кричал я ему. «Вот деньги, видишь? Вот они!» Я вынул их из столика. «Все 7 рублей, но ты их не получишь. Не получишь! До тех самых пор, пока не придешь почтительно, с повинной головой, просить у меня прощения. Слышал?» «Быть того не может», — отвечал он с какой-то неестественной самоуверенностью. «Будет!» — кричал я. «Даю тебе честное слово мое, будет!» «И не в чем мне у вас прощения просить», — продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков, «потому что вы обозвали меня палачом. На чем я с вас, могу в квартале всегда за обиду просить». «Иди, проси!» — заревел я. «Иди сейчас, сию минуту, сию секунду!» «А ты все-таки палач, палач, палач!» Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь. «Если б не Лиза, не было б ничего этого», — решил я про себя. Затем, постояв минуту, важно и торжественно, но с медленно и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширму. «Аполлон», — сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь, — «сходи тотчас же и немало немедля за квартальным надзирателем». Он было уже уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить, но, услышав мое приказание, вдруг фыркнул со смеху. «Сейчас, сию минуту иди! Иди! Или ты не воображаешь, что будет!» «Подлинно, вы не в своем уме», — заметил он, даже не подняв головы, также медленно сюсюкая и продолжая вдевать нитку. «И где это видано, чтобы человек сам против себя за начальством ходил? А касательно страху, напрасно только надсаждаетесь, потому ничего не будет». «Иди!» — визжал я, хватая его за плечо. Я чувствовал, что сейчас ударю его. Но я и не слыхал, как в это мгновение вдруг дверь из синей тихо и медленно отворилась, и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я взглянул, обмер от стыда и бросился в свою комнату. Там, схватив себя обеими руками за волосы, я прислонился головой к стене и замер в этом положении. Минуты через 2 послышались медленные шаги Аполлона. «Там какая-то вас спрашивает», — сказал он, особенно строго смотря на меня. Потом посторонился и пропустил Лизу. Он не хотел уходить и насмешливо нас рассматривал. «Ступай, ступай», — командовал я ему, потерявшись. В эту минуту мои часы принатужились, прошипели и пробили 7. Глава 9. «И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полною войди». Из той же поэзии. Я стоял перед ней убитый, ошеломленный, омерзительно сконфуженный. И, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого ватного халатишки. Но точь-в-точь, как еще недавно, в упадке духа представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты 2, ушел. Но мне было не легче.
Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась. До того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется. «Садись», — сказал я машинально и придвинул ей стул возле стола. Сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза. И, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания и привела меня в бешенство. Но я сдержал себя. Тут-то и стараться бы ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному. А она... И я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит. «Ты меня застала в странном положении, Лиза», — начал я, заикаясь, и зная, что именно так-то и не надо начинать. «Нет, нет, не думайте чего-нибудь», — вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела. «Я не стыжусь моей бедности. Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден. Можно быть бедным и благородным», — бормотал я. «Впрочем, хочешь чаю?» «Нет», — начала была она. «Подожди». Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться. «Аполлон», — зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним 7 рублей, остававшиеся все время в моем кулаке. «Вот твое жалование. Видишь, я выдаю. Но зато ты должен спасти меня. Немедленно принеси из трактира чаю и 10 сухарей. Если ты не хочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека. Ты не знаешь, какая это женщина. Это все. Ты, может быть, что-нибудь думаешь, но ты не знаешь, какая это женщина». Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги. Потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую все еще вдевал. Я ждал минуты 3, стоя перед ним сложенными а-ля Наполеон руками. Виски мои были смочены потом. Как я был бледен, я чувствовал это. Но, слава богу, верно, ему стало жалко, смотря на меня. Кончив своей ниткой, он медленно пристал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и, наконец, спросил меня через плечо, взять ли полную порцию, медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой, не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет. Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. «Я убью его!» — вскрикнул я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы. «Ах, что вы это!» — вскричала она, вздрогнув. «Я убью его! Убью его!» — визжал я, стуча по столу, совершенно в выступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении. «Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня? Он мой палач! Он пошел теперь за сухарями, он...» И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний. Но я уж их не мог удержать. Она испугалась. «Что с вами? Что это с вами?» — вскрикивала она, суетясь около меня. «Воды! Подай мне воды! Вон там!» — бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, представлялся, чтобы спасти приличие, хотя припадок был и действительный. Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было. Я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас. «Лиза, ты презираешь меня?» — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа с нетерпением узнать, что она думает. Она сконфузилась и не сумела ничего ответить. «Пей чай», — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипала вдруг в моем сердце.
так бы и убил ее, кажется. Чтобы отомстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. Она же всему причиною, думал я. Молчание наше продолжалось уже минут 5. Чай стоял на столе. Мы до него не дотрагивались. Я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтоб этим отяготить ее еще больше. Ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости. И в то же время никак не мог удержать себя. «Я оттуда хочу совсем выйти», — начала была она, чтобы как-нибудь прервать молчание. Но, бедная, именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость. Даже еще подзадорило меня еще более. Пропадай все на свете. Прошло еще 5 минут. «Не помешала ли я вам?» — начала она робко, чуть слышно. Но как только я увидел эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался. «Для чего ты ко мне пришла? Скажи ты мне, пожалуйста!» Начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне захотелось все разом высказать, залпом. Я даже не заботился, с чего начинать. «Зачем ты пришла? Отвечай! Отвечай!» — вскрикивал я, едва помня себя. «Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда жалкие слова говорил. Но вот ты и разнежилась, и опять тебе жалких слов захотелось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой, и теперь смеюсь. Чего ты дрожишь? Да, смеялся. Меня перед тем оскорбили за обедом. Вот те, которые тогда передо мной приехали. Я приехал к вам с тем, чтобы исколотить одного из них, офицера. Но не удалось, не застал. Надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять. Ты подвернулась, я над тобой и вылил зло, и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить. Меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать. Вот что было. А ты уж подумала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала? Ты это думала?» Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей, но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить. Губы ее болезненно искривились, но как будто ее топором подсекли. Упала на стул. И все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм моих слов придавил ее. «Спасать!» — продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате. «От чего спасать? Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе Рацей-то читал? А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать? Власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей. Вот чего надо мне было тогда. Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я, дрянь, перепугался, и черт знает для чего дал тебе с дуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя, уж тебя ругал, на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал, потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо знаешь чего? Чтобы вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствие. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас за копейку продам. Свету ли провалиться? Или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ли ты это или нет? Ну а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себелюбец, лентяй. Я вот дрожал эти 3 дня от страха, что ты придешь. А знаешь, что все эти 3 дня меня особенно беспокоило?
А то, что вот я тогда героем таким перед тобой представился. А тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности. Так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка на Аполлона? Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним. И слез давишних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу. И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда тебе не прощу. Да, ты, одна ты за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает от чего, никогда не конфузятся. А вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать. И это моя черта. Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь? И какое, ну какое дело мне до тебя и до того, погибнешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике. Чего же тебе еще? Чего ж ты еще после всего этого торчишь передо мной? Мучаешь меня, не уходишь. Но тут случилось вдруг странное обстоятельство. Я до того привык думать и воображать все по книжке, и представлять себе все на свете так, как сам себе еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что. Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив. Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем, и полились мои слезы, я проговорил всю эту тираду со слезами. Все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня. Когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание. «Зачем ты здесь? Зачем не уходишь?» А на то, что мне должно быть очень тяжело самому было все это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная, она считала себя бесконечно ниже меня. Где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве, и вся, стремясь ко мне, но все еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки. Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало. Мне не дают. Я не могу быть добрым. Едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии. Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот, я ведь омерзительную правду пишу. Лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в дряную кожаную подушку мою, я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно? Не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание.
каким она была передо мной в ту ночь, 4 дня назад. И все это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване. Боже мой, да неужели ж я тогда ей позавидовал? Не знаю, до сих пор еще не могу решить. Я тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить. Но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следовательно и рассуждать нечего. Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову. Надобно ж было когда-нибудь поднять. И вот я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство. Чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее, и как меня влекло к ней в эту минуту. Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обняла меня. Глава 10. Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате. Поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову, и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно. Но нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что в давешней моей почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже личная завистливая к ней ненависть. Я, впрочем, не утверждаю, чтоб она это все поняла отчетливо, но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее. Я знаю, мне скажут, что это невероятно. Невероятно быть таким злым, глупым, как я. Пожалуй, еще прибавят. Невероятно было не полюбить ее, или, по крайней мере, не оценить этой любви. Отчего же невероятно? Во-первых, я и полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви. И до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе не представлял себе любви, как борьбою. Начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением. А потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от живой жизни отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне жалкие слова слушать. А и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение. Да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмы. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтобы она исчезла. Спокойствия я желал. Остаться один в подполье желал. Живая жизнь с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно. Но прошло еще несколько минут, а она все еще не подымалась, как будто в забытии была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтобы напомнить ей. Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то. Через 2 минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся. Впрочем, насильно, для приличия.
и отворотился от ее взгляда. «Прощайте», — проговорила она, направляясь к двери. Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорей в другой угол, чтобы не видеть, по крайней мере. Я хотел было сию минуту солгать, написать, что я сделал это нечаянно, не помня себя, потерявшись с дуру. Но я не хочу лгать, и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал взад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот я, наверное, могу сказать. Я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты. Сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться. «Лиза! Лиза!» — крикнул я на лестницу, но не смело, вполголоса. Ответа не было. Мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках. «Лиза!» — крикнул я громче. Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело, с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице. Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было. Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуту. Вдруг я весь вздрогнул. Прямо перед собой, на столе, я увидел... Одним словом, я увидел смятую синюю 5-рублевую бумажку. Ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была та бумажка. Другой быть не могло. Другой и в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол. Что ж, я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать. Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я как безумный бросился одеваться. Накинул на себя, что успел в попыхах, и стремглав выбежал за ней. Она и 200 шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу. Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я отбежал шагов 200 до перекрестка и остановился. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении. Я и хотел этого. Вся грудь моя разрывалась на части. И никогда, никогда не вспомину я равнодушно эту минуту. Но зачем? Подумалось мне. Разве я не возненавижу ее? Может быть, завтра же. Именно за то, что сегодня целовал ее ноги. Разве дам я ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять, в 100-й раз, цены себе? Разве я не замучу ее? Я стоял в снегу, всматриваясь в мутную мглу, и думал об этом. И не лучше ли будет, фантазировал я уже дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль. Не лучше ли будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление! Да ведь это очищение, это самое едкое и больное сознание. Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда. И как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, оскорбление возвысит и очистит ее ненавистью, может и прощением. А впрочем, легче ли ей от всего этого будет? И в самом деле, вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос. Что лучше?
Дешевое ли счастье или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше? Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния. Но разве могло быть хоть какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда я больше не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что надолго я остался доволен фразой о пользе от оскорбления и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски. Даже и теперь, через столько лет, все это как-то слишком нехорошо мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо припоминается, но не кончит ли уж тут записки? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере, мне было стыдно все время, как я писал эту повесть. Стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, ей-богу, неинтересно. В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя. А главное, все это производит пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее, даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей живой жизни какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую, живую жизнь чуть не считаем за труд, почти за службу. И все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блаженные просьбы исполнят. Ну попробуйте. Ну дайте нам, например, побольше самостоятельности. Развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы, да уверяю же вас, мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете. Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить «все мы». Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством. Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливаетесь доводить и до половины. Да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще живее вас выхожу. Да взгляните пристальнее, ведь мы даже не знаем, где и живое это живет теперь, и что оно такое, как называется. Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться, что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать. Мы даже и человеками-то быть тяготимся, человеками с настоящим, собственным телом и кровью. Стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно. Не хочу я больше писать из подполья. Впрочем, здесь еще не кончаются записки этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.